Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и играет Generals Zero Hour. Карта Oxygen One. На нижней позиции Big Size, генерал США, стандартная армия. На верхней позиции Маракар, классическая армия Гла. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, обязательно подпишитесь и ударьте в колокол. Ну а поддержать выход новых видео донатом вы можете по ссылкам в описании. Игра в рамках турнира Грандмастер, призовой фонд $1000. 32 лучших бойца сражаются в этом турнире. Полуфинал, первая игра, и кто-то из этих мощных игроков откроет счет. Ну а кто им будет, мы, естественно, скоро узнаем. И пусть победит сильнейший. Два сапплая электростанция есть от Сайза, он поехал своим дозером вперед давить рабочих. Ставится казарма, и, как я понимаю, без продажи командного центра стартует Сайз. Весьма рискованно, на мой взгляд, против Маракара, не получить дополнительную $1000 на старте. Готовится подрывник и идет к сапплаю, чтобы никакой там рейнджер или дозер дропом сюда не прилетел. Сразу же заранее подрывнички разбегаются. Готовятся два ракетчика, рабочие, два подрывника. Ждем техничку, ведь есть уже военный завод. Ну и старт 3 сапплая, загла на этой карте. Это, скажем так, уже канон, наверное. И техничка пошла вперед через всю карту. Здесь ей никто абсолютно не мешает. Есть военный завод от Сайза. И ракетчики, кстати, разбегаются. Вполне вероятно, опозданием Сайз будет их садить. И, кстати, дозер очень даже неплохо проехал. Отменил рабочего на этой позиции. Ну а здесь Маракар высаживает своего рабочего и устанавливает позицию. Ракетчики садятся в домик, а здесь еще есть два подрывника, и вполне вероятно эти подрывники сейчас отменят либо казарму, либо электростанцию. Но все-таки решился Маракар отменить казарму, так еще и своей техничкой поуничтожал ракетчиков. Можно было бы эту техничку в целом попробовать спасти, плюс еще и здесь остался один ракетчик. И, кстати, был Хаммер, который уничтожил рабочего. И, кстати, техничка уезжает. То есть все-таки Маракар отконтролил этот момент, а здесь рабочий прибежал и норку достраивает. Дозер спрятался за НПЗ, ну и поехал дальше. Можно попробовать попередавить здесь рабочих, но есть подрывник, которым Маракар обязательно воспользуется. И вот уже началось это преследование. И минус дозер. 5 техничек поехали вперед. Здесь тем временем ракетчики по зданиям разбежались, пытаются мешать, но всего лишь один ракетчик не помеха для такой горы техничек. Вновь рабочий, сразу же подъезжает достаточно близко Маракар к Сайзу, но потери есть. Потери есть у Маракара, но и также потери имеются от Сайза. Минус один Хаммер, но и минус все технички. С потерями в один Хаммер Сайз отбивается довольно-таки неплохо. Вот только стоит вот этого рабочего отменить, может быть, даже и башню до конца закрыть. Не нужно такой позиции здесь на фланге справа у Сайза тут стоять, иначе из нее может вылезти, ну, все что угодно. И это будет очень мешать. Четвертый сапплай. Четвертый сапплай от Маракара, спамится вновь технички, и второй военный завод. Справа захватывается вышка. Сайз пока в захваты не выходит, он по-прежнему в 3 сапплая, в один военный завод, казарму, и, напоминаю, без продажи командного центра. Для тех, кто не любит продавать КЦ, те, кто пишут в комментариях об этом, вот, пожалуйста, командный центр не продан, вы можете посмотреть, как проходит старт без продажи командного центра. Рабочий побежал вперед. Здесь тем временем стоит дозер, который пытается поставить казарму. Ну и, естественно, рабочий устанавливает позиционку. Но есть хаммеры, которые беспроблемно, в принципе, все это дело должны отменять. И им это удается. Минус рабочий, минус каркас норы. Маракар тем временем выходит на центр, он взял себе вышку. Вопрос, есть ли выход во дворец, но пока не видно. Пока работа вся идет 4 сапплая, есть вышка, но дворца пока не наблюдается. Но вот, наконец, появляется каркас. Техничка пошла вперед. Здесь достаточно много ракетчиков, я думаю, что это подрыв. Да, это подрывники, причем их было аж целых 5. Может быть, хотел подорвать военный завод сейчас Маракар Сайзу, но не успел доехать. Тут один подрывничок остался, которым можно добить рейнджа, в принципе. Но Маракар, к сожалению, не реагирует на этот момент и теряет своего подрывника. Хаммеры катаются на центре, ну много техничек. Плюс токсотрактор, который пытается сюда до башни до этой добраться. Ну и хаммеры как будто бы в ловушке. Мне кажется, тогда стоит еще больше ракетчиков сюда добавить. Ну и минус хаммер, минус течь, минус токсотрактор. Ставится стингер позиция. А справа тем временем Маракар времени не теряет. Он захватывает еще одну вышку себе. Также рабочий сюда прибежал. Можно ставить позиционку. Сапплай во все работает.
Дворец строится, 2 военных завода спам, новый подрыв готовится. Вообще, все шикарно на самом деле у Маракара. Вот только НПЗ, мое любимое, не захвачено. И скидки на эти самые технички-то нет. Было бы неплохо на самом деле захватить. И также арту было бы неплохо тоже взять. И, кстати, не дали. Не дали построить норку, не дали захватить вышку. Это Сайс отменил здесь так, Ребеля Маракару, и вышка не захвачена, так она еще и уничтожена. А может быть, даже Маракару ее и захватил. Но ее Сайс убил просто и не оставил никакого шанса для дальнейшей работы. Выход в 5-й сапплай уже от Гла. Мне кажется, при такой экономике можно ставить 3-й военный завод, почему бы и нет. И есть дворец. Есть дворец, ну и ставь Скатшторм тогда уже, Маракар. Деньги есть. Деньги есть, но разворачивается пока только черный рынок. Но, в принципе, и правильно. Я думаю, что следующим этапом для Маракара будут ракет-баги. И нужен грейд, естественно, дополнительные ракеты. Много техничек приготовилось там и с подрывом, и с ракетчиками. Вновь хаммеры на центре катаются, пытаются как-то мешать. И развернута стратегия искать и уничтожать, или Search and Destroy. Это значит, что стратегический центр готов, и ставится Firebase справа. И Сайс пошел в захват своей вышки, наконец-то. И минус техничка. Хаммеры катаются, заходят на вираж, а здесь тем временем техничка с подрывом и отмена постройки Firebase. Ну и подрывники все идут под снос. Здесь был хаммер, который пришелся очень кстати. Перебил просто весь подрыв. Неудача. Дозер пошел направо. Вышка захватывается. Хаммер продолжает кататься, никак Сайс не может подойти, выискивает как-то позицию. Мне кажется, надо просто объезжать и во фланг заходить к сапплаю просто, вот и все. А здесь норка строится. Все-таки Маракар хочет добиться здесь расположения своей позиции. Ну а Сайс тем временем справа ставит казарму, он хочет, видимо, захватить вышку и ставит Firebase. Техничка идет вперед, точнее хаммеры идут вперед, против техничек будут воевать. Бьется течь. Потихоньку, полегоньку Сайс-то выцепляет эти технички. Маракар все-таки решился поехать вперед. Появляются рокет-баги и минус 2 хаммера. Ответил хорошо. Очень хорошо. Спам есть, идет спам. Есть еще 4 хаммера и 5-й справа. Ракетчики загружаются, и было бы неплохо добавить апгрейд на ракеты Тоу на самом деле. 2 ракетчика, 2 рейнджера, даже 3 идут вперед. Firebase установлен. Ну и можно садить. А здесь тем временем работает Jarvan Kell, который отменяет пехоту, и можно отстрелить одного из пилотов в хаммере. Но и потери Джармана слишком близко. Слишком близко он подошел к этим хаммерам, и они его сразу же ликвидировали. Из норы появляются рокет-баги. Здесь пехота берет на лазерлок. И потери у Маракара. Захватывается вышка, захватывается Firebase, точнее арт-платформа. Ну, в принципе, в целом одно и то же. Firebase работает. И минус пехота Гла. Сайс по-прежнему напрягается на центре. Маракар тем временем на базе разворачивает строительство рынков. Я так полагаю, да, не выходит ни в какое супероружие. Хотя флот позволяет на самом деле. То же касаемо Сайза, стратегия у него на месте, то есть ничего ему, в принципе, не удалось уничтожить. Подрыв такой был неудачный. Техничка решила тут подъехать, но не вышло с помощью лазерлоков. Здесь Сайз все отменяет. Пехота пошла вперед. Лазерлок по рокет-баге. Рокет-баге минусуется. А здесь тем временем нора работает и убивает пехотинцев просто один за другим. Здесь полковник Бартон. Ну, а Маракар пытается все-таки до вышки добраться, но пока Сайс успевает здесь контролировать этот момент. А слева Сайс поставил также сапплай под Firebase. И одиночная 10 по норам. Хорош. До конца, правда, не закрыл, но хотя бы до берлоги. Уже неплохо. И через рейнджера захватывается арт-платформа. Пробивается норка. Ракетчик на ракетчик. Здесь есть рейнджер, можно помочь. Сайс все равно нацелен на то, чтобы уничтожить глашника здесь на центре. Но пока вот никакого успеха не добивается. Здесь еще и злая толпа при этом всем появилась. И строительство командного центра. У Маракара скоро 3-й ранг. У Сайза уже 3-й ранг. И выход супероружия. И выход супероружия. Все правильно. Флуат позволяет. Сапплаев много. Денег много. Рокетбаги пошли. Пробивается Firebase. Здесь есть рейнджер, он бьет ракетчика и бежит Jarvan Kell. Здесь тем временем хаммеры под прикрытием томагавков уже работают. Бежит при этом при всем Jarvan Kell, и по всей видимости Маракар захотел себе дозер. Firebase был потерян, минус снайпер, минус ракетчики, минус пилот в дозере, и все, дозер захвачен. Дозер захвачен, есть каркас электростанции, есть каркас командного центра. Глаз энергии.
Глаз скоро будет с энергией, а Сайз тем временем хочет выйти сюда, в ресурсный центр, и ставит уже каркас. Еще не успел до конца все позиции Гла выбить, так уже ставит каркас. Какой нетерпеливый. Сейчас еще и дозер Маракар спасет. Это, конечно, будет вообще жестко. Фаербейс под снос. Ракетчики уничтожаются. Дозер надо уводить в норку. Маракар. В целом, в принципе, там и через рабочих все достроится. Этот дозер уже, в принципе, свое дело сделал. Каркасы, электростанции и уже сама электростанция также имеются. И минус нора. Томагавки очень хорошо помогают Сайзу на самом деле. Мог бы попробовать, не знаю, поставить филд и поработать команчами. Там ведь все равно нет никаких квадов. По крайней мере, не было в тот момент, когда он там Хаммера напрягался против тех же техничек и рокетбаги. Но сейчас уже квад присутствует, который недурно бьет здесь по пехоте. Ракетчики минус, но хотя бы еще снайпер здесь остался. И заходит квад и бьет чинуки. Минус течь. Хаммеры выходят на центр, и плюс томагавки будут прикрывать. Сапплай все-таки готов. Сайз своего все же добился. Ну и Маракар неплохо. У него есть энергия, у него есть скат-шторм, у него есть вторичная экономика, есть вышка, и сапплай слева. И плюс он делает наступление на Сайза на левом фланге. Камеры смещаются, томагавки остались стоять на центре. И пока прикрывает сапплай. Надо квад закрывать, он тут по чинукам неплохо дал. Ну вот, есть 3 штуки, можно обратно на коробке их уводить. Поставить здесь фаербейс какой-нибудь для защиты было бы также неплохим решением, на мой взгляд. И минус дозер. Фаербейс зато на центре не состоялся, летят ракеты, но им не суждено было долететь до этих рокетбаги. Они просто были уничтожены. Захватывается арта. Рокетбаги идут вперед. Есть молекулярная пушка, кстати, от Сайза. И он начинает спам дроп-зон. Есть дроп-зона. Камеры работают, ракетчики, лазер-лок. Закручиваются ракеты. У томагавков не получается из-за рельефа вот этого холма. Не получается нормально стрелять. Они закручены были просто сейчас. Минус 1 чинок, потери есть. Камеры смещаются налево. Им в тыл заходят рокетбаги. И томагавк очень сильно вдарил. Минус 2 баги. Работает Джарман Кейл, по всей видимости. Квад зашел, не дает добывать. Камеры отступают. Лазерлок, но неудачно пока. И Батлбаст, квад. И 2 рокетбаги уничтожают сейчас сапплай Сайзо. Сапплай под снос, пехота до свидания. Маракарова все рубит кэш-баунти. Ну и Сайз не стоит на месте, он пришел к сапплаю. Вновь лазерлок, но Джарман Кейл. Джарман Кейл отменяет все это дело. Снайперы стоят, вновь лазерлоки. Но надо бас что-то делать с этим батлбасом, иначе вся пехота просто пойдет под снос. Даже снайперы здесь и те палятся, и они уничтожаются. Двойная 10 на вышку. И вышка минус. 4-й ранг, по идее, у Сайза. Ну, я думаю, что он же взял повышение снайперов. Я думаю, что у него еще пока нет спектр ганшипа. И полетела ракета Томагавк. Ух ты! Как Томагавк залетел-то здорово. Я аж заикаться начал. Еще залп. Еще залп. И по квадам. Еще. Отлично. Минус квад. Подходят вновь хаммеры. Еще ближе. Слева тем временем квады против одного хаммера. И хаммеру здесь может быть плохо, но он справляется. Один квад под снос, второй также закроет, я думаю. Здесь тем временем рокетбаги. Минус 1. Там пехота вместе с Джарман Кейлом уходят, отступают и выгоняют все-таки вновь Маракара Сайз с центра. Не забываем, что там скат-шторм через 2 минуты, ну и через 15 секунд молекулярная пушка будет готова. И ставится, кстати, 2-я молекулярка, есть только 1 дроп-зона, правда, у Сайза. Он еще на базе тут что-то добывает, ну и слева здесь чинуки. На центре ему сейчас жизненно необходимо, на самом деле, иметь ресурсы. Камеры пошли. На пути сапплай. Сапплай минус, там радарный фургон, можно, в принципе, его с собой здесь зацепить. Ну и Маракар тем временем не стоит на месте, минус томагавк. Ну и можно, в принципе, закрыть до конца хаммер, через контрол его пробить, но пока бьет только квад чинуки. А здесь поехал саботер, я так полагаю. Поехал саботер, если там что-то, что может сейчас от этого саботера спасти. И, кстати, он палится. Может быть, это обнуление повышений. И, кстати говоря, отмена электричества сейчас у Сайза. Саботер приехал, а тем временем Сайз-то врывается и просто сейчас бьет кат-шторм, еще и запускается молекулярка. И она обнулилась, но она продолжает биться. Не ту молекулярка уже, ну как не ту, Маракар, скорее просто не успел. Скат-шторм был потерян, и неплохо зашел Сайз на самом деле. Почистил позиции Маракара, выдавил его из центра, выдавил его на левом фланге и зашел к нему на базу. Минус скат-шторм, минус позиции, минус черный рынок.
Правда, потери, правда, у него также имеются, но хорош Сайз, очень даже хорош. Вот теперь, правда, бы не потерять все вот это, то, что он, чего он достиг, и на центре как-то расположиться. Но Маракар оказался куда быстрее, он уже поставил здесь норку, он ставит саплай и с помощью рокетбаги сейчас пробивает военный завод, и если с чем защищаться. На центре есть камеры, тут рокетбаги, Сайз начал контролировать этот момент. Минус один из хаммеров, минус медичка и минус хаммер. До конца все юниты были закрыты. Рокетбаги на центре, ракетчики, хаммеры налево смещаются, чинук переводит также Сайз. Ну и справа был закрыт военный завод. Армия Гла работает. Рокетбаги уже пришли к Сайзу на базу. Вот как получилось-то все, оказывается. Вроде бы как Сайз так здорово работал, а уже летит ему на базу токсобомба. У него на границах хозяйничают баги. Токсобомба здесь налево сюда скинулся, и открывается скрытая атака. И через топливную бомбу Сайз закрывает скрытую атаку Маракару. Хаммеры пошли вперед. Подходят под командник. Ракетчики высадились, видимо, заранее, но клады были потеряны, точнее, хаммеры. Рокетбаги стоят пока под норой, они палятся здесь. Я так полагаю, что здесь дрон где-то висит. Да, вот он. Висит дрон, все видит, а здесь тем временем работают квады. Прикрытие рокетбаги, блокируется казарма. Здесь Бартон стоит, ну пока просто стоит, ничего не делает. И по пехоте даже здесь Маракар пробил. И сейчас просто заберут казарму. Двойная А10 пошла. Вполне вероятно, что по черному рынку. Ну, в принципе, по траектории только туда, может, по электростанции. Но я думаю, что все-таки по рынку, потому что нет смысла эту электростанцию бить. Маракара есть КЦ, и он ее снова отстроит. Рокетбаги слева. И слушайте, по-моему, все, что Сайз сделал, все это время пытался как-то напрягать Маракара и напрягать. По-моему, ничего у него не вышло. Несмотря на потерю позиционки, несмотря на потерю там вторички, несмотря на потери, не знаю, той же вышки, там, потерю юнитов, все равно Маракар на центре добывает. Да, он пока еще без СВ, но он на 5-м ранге. У него есть юниты, а у Сайза с экономикой все, на мой взгляд, куда хуже. Он летает, вот тут оставшиеся коробки собирает, и у него только 3-я дроп-зона готовится. Но есть еще вышка, ладно, окей, хорошо, тут ракетчики, которых, в принципе, без труда Маракар перебьет. Ну и плюс у Сайза есть 2 молекулярные пушки, и также есть 5-й ранг, также есть повышение. Тут полковник Бартон бегает, он палится, его закрывают, минус хаммер. Рокетбаги идут в преследование, бьют по пехоте, по хаммеру и закрывают. И такой армии, в принципе, уже можно подходить к Сайзу на базу. Бить ему казарму, бить военный завод и просто, наверное, уже и закрывать эту игру. Тут рейнджеры побежали вперед, но они просто дают Маракару кэшбаунти, он разворачивает еще норы. Ну и прорвался Маракар. Вырывается к Сайзу на базу и, по всей видимости, ну сколько здесь? Раз, два, три, 4 хаммера. Против такой армии, не знаю, справится ли сейчас Сайз. И плюс еще и Джарман Келл. Несмотря на 3 дроп-зоны, 2 молекулярки, вышку на повышение, Сайза это абсолютно не спасает. Тут и обнуление при этом, при всем еще и происходит молекулярных пушек. И уничтожается командный центр, открывается скрытая атака. И нечем защищаться против такой армии Сайза. У него теперь нет ни повышений, у него обнулены молекулярки, у него нет армии, и Сайз терпит поражение. Маракар открывает счет в этом полуфинале. К слову, Маракар и выигрывает этот полуфинал, выходит в финал со счетом 7-0. То есть это был разгром для Сайза. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Алекс. Играйте в генералы.